Ну что, ребят, Харьков по чуть-чуть начинает жить. Конечно, эта площадь, которую мы только что с вами видели, самая большая площадь в Европе, она никогда не была такой безлюдной. И этот город никогда не был таким безлюдным. Но, что я вам хочу сказать. Люди появились, машины начали чуть-чуть ездить, торговые центры заработали. То есть, по сравнению с тем, что я здесь же видел 4 месяца назад, да, все-таки город начал по чуть-чуть жить. Ну, потому что удалось отодвинуть немножко орков подальше. Артиллерия сюда уже тьфу-тьфу-тьфу не достает. Ну и, соответственно, люди смогли немножко вернуться к себе домой. Ну, как-то продолжать свою жизнь. После того, как удалось отодвинуть ебаных освободителей немножко отсюда. Вот, поэтому нужно всегда помнить, нужно знать, что это все дается большой тяжелой ценой для нас сохранить свою страну, отбиться от этих петухов. Вот, и нужно делать абсолютно все возможное для того, чтобы никогда их не было на нашей земле. Это под Изюмом. Не знаю, насколько видно на картинке, но это полностью уничтоженное село. Просто фактически нет домов, которые не уничтожены. Это дорога от Изюма на Славянск. Я, кстати, не обращал раньше внимания, но очень ровная, хорошая дорога была. Пока не начались, конечно же, прилеты и виражи вот этих самых танков здесь, которыми сейчас усеяно абсолютно все поле. Здесь были окопы, наверное, наши. Если кто-то не видел покошенную посадку, именно покошенную артиллерией, вот так вот это выглядит. Как будто кто-то взял эти деревья и топором подверх порубил. К слову о дороге, да, вот вы видите, какая она была, да, эта дорога. И вот где были прилеты, уже сейчас позаделывали. Ну, вот так выглядит эта дорога, фактически вся. Опять-таки тяжело сказать, или будет видно, но вот как посадку покосило. Вот от нее фактически ничего не осталось. Надеюсь, видно.
слева направо по ходу езды. Да, это было село Долина. Вот ярчайший пример просто выкошенного леса. То есть здесь равняли все с землей. Рашисты в своем бессилии что-либо сделать, они просто равняли все с землей, что могли. Конечно же, здесь погибло очень много наших бойцов. Это дорога Изюм-Славянск. Все усеяно техникой. Вот такими вот пейзажами и нашими флагами и названиями, номерами бригад, бойцы которых погибли здесь при защите Украины. Это мы уже объезжаем сейчас Славянск. Ну, почти идеально ровная дорога. Едем, да, 100 км в час. В Киеве таких дорог нет. Ребят, кто мне скажет, что вот в Донецкую область не вливались деньги? Сюда вливались реальные деньги. Я сейчас, если будем останавливаться, еще в Краматорске покажу детские площадки. Опять-таки в Киеве таких детских площадок нет. И ну вот зачем вот это вот рассказывать, что нас там ущемляли, нам что-то там не делали. Да все здесь им делали. И они просто не ощущали себя украинцами, вот и все. А им просто истерически хочется русского мира. А вот мы продолжаем ехать, вот это вот украинский мир. Нормальные дома, нормальная дорога, все нормально. А там, где русский мир, там только разруха. И я не знаю, ну нужно было 8 лет не видеть просто вот этих вот так называемых ЛНР, ДНР, да, не видеть, что у них не стало вообще ничего лучше. Стало только хуже, чтобы продолжать как-то симпатизировать этому непонятному мутному явлению под названием русский мир. Ребят, я вам много не могу показать тут на первом месте расположения, куда мы приехали, Легион Свобода России, да, но могу уже вот продемонстрировать, что они здесь выращивают биологическое оружие сразу же. То есть, ну это новые разработки сейчас есть, потому что вот этот вот белый, например, с краю, вот этот белый справа и белый слева, эти, они едят только славян, заражают славян и сразу же их убивают. А вот этот вот, который, вот эти, которые такие более рыжие, да, эти сканируют людей, биологические чипы сканируют, которые уже рептилоиды во всех вживили, как вы знаете, это не секрет. Вот, и сканируют эти биологические эти чипы, сканируют и сразу же определяют, что вот это вот россиянин, что у человека российское гражданство. Вот эти вот рыженькие, 2 по центру, они кушают в основном, заражают и кушают в основном россиян. Ну и экспериментальные разработки, вот там еще. Вот, но я вам пока что не могу раскрыть секретов, для чего они конкретно предназначены. Поэтому вы там сами напишите в комментариях, а мы дальше едем. Это первое место дислокации Легиона Свобода России. Вот они тут разрабатывают биологическое оружие. Вот такое. Если надо, вдруг кому-то собачка. Не, я сейчас серьезно. Если надо собачка, пацаны отправят. Как-то, ну в общем, договоримся, как придумаем. Ну вы сами видели, да? Это новейшие разработки. Так что не упускайте свой шанс. Вашим попаданием такого порядка там хороший. Дай. Кнопочку. Скоро будет птичка, если она сейчас на 126 будет. Ну тогда что буду кинуть? Я хотел показать вот сразу расположение. Оно просто до такой степени маленькое, что... В общем, это подвал дома, откуда ребята поднимаются и потом отрабатывают с миномета. Сегодня они работали всю ночь. Сейчас об этом мы и поговорим. Пооператорь что-нибудь, пожалуйста. Ну просто надо, чтобы буквально ты сел вот сюда, да? Мы вот сюда. Сможешь? Да. Куда? Да. Ну и как получится, там типа я говорю, меня снимаешь, что он говорит, его снимаешь.
Позывной ваш? Цезарь. Цезарь. А откуда вы? Санкт-Петербург, Россия. Санкт-Петербург? Российская Федерация. Смотри, парни, если мы все будем одновременно говорить, то я тогда лучше не буду, наверное, писать, потому что, мало того, что, да. Сразу скажу, тут есть только 2 человека, которые могут показывать свои лица. Скажи, пожалуйста, вот что ты не боишься лицо свое показывать? Ну, скажем так, семью я вывез, она уже на территории Украины, да. Поэтому я спокойно сражаюсь за то, что я считаю нужным. Семья, слава богу, уже здесь. Да. То есть для тех, кто вдруг там не понимает, в диком накруте, да, он думает, что все должны показать сразу же свои лица, они забывают о том, что у кого-то есть там мама, папа, жена, дочка, в общем, родственники, да, могут быть на территории страны-агрессора, и они, ребята, просто воюют, мало того, что воюют, уже и гибнут некоторые, и как бы, наверное, это немного обидно, когда начинают кто-то рассказывать о том, что это фейк, это вот там неправда и так далее и тому подобное, понимаете. Ты сегодня всю ночь, насколько я знаю, сколько вы сегодня мин выпустили? Ну, под 40, наверное, под 40 мин. Но это все точно, это не хаотичная стрельба. Это зачастую попадание и уничтожение цели с первого выстрела. Потому что наш расчет, наше подразделение, это подразделение, которое очень хорошо подготовлено. Расскажи, пожалуйста, твоя задача конкретно. У меня есть несколько воинских специальностей. Как артиллерист я там от заряжающего там и наводчик, и могу быть командиром орудия, и на бусоле я работаю. И на бусоле это что? Бусоль — это прибор, с помощью которого к местности привязывается орудие, и без этого невозможно наведение на цель. Можно привязать одно орудие, один миномет, можно привязать батарею, да, но без бусоли это все не делается. Короче говоря, это человек, который не должен навести, правильно? Человек, который обеспечивает точность попадания с первого выстрела. Да. Хорошо, мы сейчас находимся в Бахмуте. Здесь очень горячо, это все знают. Я могу спросить, вот как ты знаешь, куда тебе стрелять? Или куда тебе наводить? У меня есть старший офицер батареи, да, или командир расчета, который дает мне данные для стрельбы. По этим данным я направляю бусоль, ее привязываю к местности, и после этого я уже привязываю миномет. Все, миномет направлен на цель. Сегодня в 3 часа ночи примерно парни, да, я объясню немножко, да, зрителям, потому что не все это понимают. Вот мы были в одном месте, которое немножко дальше, да, находится. Там основная часть вот подразделения, да, здесь на месте только те, которые выполняют непосредственно уже боевые задачи. Эти люди между собой меняются. Там, где мы были до этого, ребята где-то там в 1 час ночи или в 2 часа ночи, я так понимаю, по вашей просьбе, поехали, довезли еще какое-то количество мин. Это так постоянно происходит или с чем это связано? Ну, немножко форс-мажор, где-то противник решил надавить, возможно, сильнее, потребовалось больше огневой поддержки. Мы же не можем на 100% предсказывать его действия, да? Наша задача, когда он появился, его удобно поразить, сделать это, сорвать его планы. Ну, сейчас, я так понимаю, активно идет фаза наступления. Ну, противник пытается наступать, да, наступает, стирается об Бахмут. Как, можно на ты, да? Конечно. Как ты думаешь, сколько ты сегодня поразил все-таки целей? Или так нельзя говорить об этом? Ну, судя по той информации, было порядка 1,5 десятков очень точных попаданий. Вот. А 120-я мина — это очень серьезный такой аргумент. Вот. Поэтому вполне возможно, что несколько десятков человек мы даже уничтожили. Вернее, не человек, прошу прощения. Да. Вот моральная сторона, мы о ней сейчас поговорим. Что тебя сподвигло? Ну, самый банальный вопрос. Приехать в Украину, и почему, и как ты вообще это сделал? Начнем с того, что у меня есть определенные ценности нравственные, да. Вот. Я христианин, вот. Я чувствую себя настоящим русским человеком, да, не тем орком, в которого моих сограждан за 20 лет превратил Путин, а до этого превращала коммунистическая власть. Я давний противник путинского режима, то есть уже более 15 лет. И я не ходил там с цветочками, флажками. Я был сторонником изначально радикальной оппозиции. Это были люди из офицерского круга, да, есть небольшое количество офицеров в России, у которых еще понятие чести как-то сохранилось. Вот. И мы все понимали, что смена власти в России цивилизованным путем. Можно я одну секунду? Я вообще об этом не подумал. У тебя свет над головой. Его вообще видно?
Но его практически не видно. Не, лицо видно. Нет. Если бы я знал, я бы взял бы с собой, конечно, подсветку, но так оно все как-то. А можно ее вот куда-то сюда на центр больше? Я перебил. Да, вот. Я с трудом не сорвался, что в 2014 году не поехать воевать за Украину, но в 2022 уже я просто не выдержал, это была последняя точка. Если мы говорим о моральном, да, состоянии, то есть у меня вот было 22 числа такое состояние, что я просто не хотел жить. Мне было настолько бесконечно стыдно, что я готов был провалиться на землю, под землю. Мне было проще вот умереть, чем жить с осознанием того, что моя страна в очередной раз напала на Украину. Поэтому я связался с представителями Минобороны, вот, попрощался с семьей. Ну, естественно, это был не быстрый процесс, да, там, пока там делался загранпаспорт, визы, это все, там, проверки различные, это все было долго. А с начала лета я в Украине прошел подготовку. Ты изначально в Легион записывался или ты, как ты говоришь, сначала я пытался попасть в иностранный легион. Ну, там было написано Russian Warship, Go Fuck Yourself, да, и поэтому как бы вот. А потом появился легион, буквально, ну, с начала марта уже появилась о нем информация. Ну, а как ты через визу заехал? Ты изначально дал понять здесь, да, что конечно, ты сюда едешь, с какой целью? Да, ну, с целью вступления в легион, конечно, да, изначально. Понятно. Ну, опять, снова и снова нужно говорить для зрителя, для тех, кто хочет вступить в Легион, что под этим видео здесь будут закреплены все ссылочки на оригинальный канал Легиона Свобода России, на чат-бот, куда можно обратиться и вступить в этот Легион. И все это происходит, начинается с того, что вы заполняете анкету соответствующую. Анкету заполняете, отправляете. Таким образом верифицируете себя, декларируете свои намерения, ну и с этого начинается с вами общение. То есть, ну, вот как-то, я не знаю, многие, все почему-то пишут в личку, как вступить, а на самом деле все это очень просто, еще раз говорю, закрепляю, пожалуйста, обращайтесь. Можешь от себя рассказать вообще, как вот, что происходит вот здесь? Глазами россиянина? Глазами россиянина, конечно. Ну, мой народ оскотинился, превратился в зомби, и поскольку он привык жить в нищете и бесправии, да, вот, единственное утешение — это наблюдать по телевизору мнимые победы. Технику, аналогов которой нет, да, там покорение космоса какое-то неведомое, да, там то, что где-то в интернете там какой-нибудь посол Зимбабве чем-то восхитился в России. Вот это вот все такое, да. В реальности это нищета, бесправие, невозможность развиваться. В принципе, просто русский народ и коренные народы, они просто вымирают, в принципе, просто вымирают. Вот. И товарищ Путин, поехав кукухой на старости лет, он же, там что происходило? Человек 20 лет создавал систему из халуев или заблюдов. Профессионалов там нет нигде. Это реальные дегенераты, которые собраны только по одному признаку — личной лояльности к вождю. Но эта лояльность, она тоже до поры до времени. И он 20 лет воровал, он распух от денег настолько, он настолько поехал крышей, что потом решил войти в историю как Владимир Красное Солнышко номер 2, да, значит, собиратель земель русских. Ну вот вошел, как видим. Киев за 3 дня не получился, Бахмут за 6 месяцев тоже, ну и так далее. Все это приведет к гражданской войне в России однозначно, потому что государство утратило монополию на насилие. Да? Появились Кадыровы, Пригожины, прочие персонажи, там различные губернаторы, которые уже фактически собирают свои частные армии. Это называется добровольческие батальоны. Вот. Все это приведет к тому, что когда РФ проиграет войну, а она ее проиграет неизбежно, вот, начнутся извечные русские вопросы. Кто виноват, что делать, да, Акела промахнулся, да, и понесется. Вот. И тогда, как в песне Цоя, дальше действовать будем мы. Ты сказал про коренные народы. Кто здесь в Легионе есть, кроме вот русских, как ты говоришь, русских, да? Отдельная тема, кто такие русские. Ну, я точно знаю, что здесь есть татары, да. Белорус. Да. Я хотел бы, чтобы все эти люди, конечно же, остались живыми, чтобы мы с ними со всеми пообщались тоже отдельно. Когда это будет возможно, это, безусловно, будет возможно, но только немножечко позже. Еще, если хочешь, от себя можешь что-нибудь высказать, потому что нас будут смотреть и россияне, и украинцы. Ну, если есть такое желание. Ну, в первую очередь я к своим согражданам хочу обратиться. Дорогие россияне, врагов в Украине у вас нет. И враг ваш не в Киеве, как вам рассказывают, не в Вашингтоне, не в Париже. Враг сидит в Кремле. Он 20 лет уже вымаривает русские и другие коренные народы.
Он держит вас в узде нищеты, бесправия. Вот, и оправдывая свое бездарное правление тем, что якобы кругом враги, надо затянуть пояса, мобилизоваться и так далее. Ничего хорошего вам эта война не принесет. Вы просто удобрите украинскую землю, в которой и так уже самый толстый слой чернозема в мире. Вот. Поэтому поворачивайте свои штыки, мы вам поможем и будете жить свободно и счастливо. Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину, блядь, калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Спасибо большое. Благодарю вас, Владимир. Спасибо. Кратко, но я думаю, что мы все сказали. И вот еще есть Тихий у нас, да? Во-первых, позвольте пожать вашу мужественную руку. Можем на ты, да? Да. Как ты сюда попал? Ну, началась война против Украины, а я был как раз здесь у родственников, и плюс по работе. Мне и периодически работу предоставляют здесь. Вот, я приезжаю там и работаю. Был под Киевом как раз в это время. Я сделал свой выбор, и я по-другому не мог, потому что я наслушался, я увидел много чего в первый месяц войны. Вот, и по-другому, ну, я уже не думаю то, что так головой. Просто хотелось реально вот это все прекратить. Чем занимается вот ваша конкретно, ваша группа, да, скажем так, вот вы находитесь здесь. Я уже в 2 словах об этом говорил, но еще от тебя хочу послушать. Поражаем цели, которые нам разведка предоставляет. Все. Они нашли, мы уничтожили. Твоя функция? Я помощник наводчика. Помощник наводчика. Да. Помощник Цезаря. Он другой немножко занимается. Это слово, я его не запомнил. Он на бусоле. На бусоле, да. Да. Многие люди почему-то считают, что вот если Легион Свобода России, то это обязательно должны быть непосредственно штурмовики, которые забегают в окопы, всех там ложат, стреляют и так далее. Не исключительно это и не главным образом это, потому что вот ребята, вот основная, я так понимаю, польза, да, которую они приносят, это вот они как раз приносят вот на минометах. И еще мы поедем, есть отдельная группа по БПЛА, если я ничего не перепутал. Опять-таки от себя, вот, что ты думаешь о том, что происходит? Что ты можешь передать россиянам? Что ты можешь передать россиянам, которые находятся в Украине на данный момент? Что происходит несправедливость. С этим надо бороться, это надо искоренять. Хочу передать привет россиянам, которые в Украине, и я не могу понять, почему они не участвуют во всем этом. Вот. И россиянам, которые в России, которые 20 с лишним лет уже ведутся на этот бред, который им в уши вливается. И зачем это слушать? Ну, мы вроде как все люди должны своей головой думать, а не головой каких-то там. Для них это цари, я так понял. Спасибо. Спасибо. Вот у нас как бы, мы имеем как бы, там вот, диванных воинов, которые там, так, блядь, вот если бы они там при мне заскочили в окопе, 50 человек там Тихий, блядь, ножом покромсал, тогда бы я поверил, что Легион существует. Да нахуй похуй, вы, блядь, сидите на диване, там яйца трусите. Я же тебе говорил, в чем проблема, то, что люди не верят в существование Легиона, в том, что вместо того, чтобы записать то, что мы сейчас делаем, их начали засыпать роликами, где суровые люди в масках при тусклом освещении говорят очень громкие слова. И ну, люди в это вы должны понимать. Люди не верят в такие штуки. Очень важно, что еще очень хороший момент. Объединяющий фактор не является ты левый или правый. Объединяющий фактор является то, что мы те люди, которые реально бьемся с несправедливостью. Ну, то есть не просто на словах, а на деле.
Пацаны как бы мерзнут, холодают, как бы не всегда там это комфортно, мягко говоря, условия, как ты видишь. Ну вот условия, в которых мы находимся. Грузины снимали. Грузины спалили и прилетело сюда. Да? Вот этот дом мы снимали, выставили, влетело, потом пришли соседи местные, показали видео, что вот ваши ребята снимают. Никакой местности я не показываю, просто вот на твоем рабочем месте. Вот это вот бусоль, вот это вот ты наводишь. Так? Да, все верно. Ну, обстрел идет бесконечный просто. Да, интенсивность меняется, чуть больше, чуть меньше. Так, ну, короче, объясни, например, вот присядь, потому что я выше не могу поднимать. Объясни, почему вот мы не можем показать все, что вокруг нас. Потому что если мы покажем, сюда обязательно прилетит. Легион очень боятся, поэтому не пожалеют ничего. Ни солнцепека, ни калибров. Уже не надо называть, какое подразделение записало видео, но недавно было, да, такая история уже? Ну, такие истории периодически бывают, конечно. То есть записали, выложили видео, потом местные жители пришли, показали это видео и говорят: ребят, вот прилетело после этого видео. Да, Правильно. все верно. Все, тогда я благодарю. Шведы. Шведский, да, вот это? Да. Вот подватник. Для рашистов говорю, мы далеко уже отъехали от того места, где мы только что снимали, поэтому просто едем вот по Бахмуту. Не надо здесь все обстреливать, потому что вы думаете, что здесь сидит легион в каждом доме. Ну а так, то в принципе снимать можно почти все, не ошибешься, потому что тут сложно найти место, куда что-нибудь не прилетало. Опять-таки видео из разряда, если куча обрезок, то не обращайте внимания, потому что куча блюра, куча обрезок, куча всего. Видишь, вот такие отставят. Освободители. Освободили всех от всего. От квартир, от домов, от... Вообще Бахмут, это когда-то был отличнейший город. Здесь было хорошо, сытно и весело. Ну, вот. Освободители пришли. Один из самых процветающих городов был, да, по ходу дела? Лас-Вегас, Донеччина. Лас-Вегас, Донеччина, мне подсказывают. Тут ночные клубы, да, вот это все. Рестораны, кафе, ночные клубы, кальянные. Ну, в общем, кто помнит, тот не даст соврать. А точнее подтвердит. На дорогу опять-таки не могу не обратить внимания. Вот года 2 ее как сделали. Вот здесь если есть выбоины, то это конкретно от прилетов. Даже вот сколько танки здесь уже ездили, пока что она еще остается в вполне нормальном состоянии. Тот, кто говорит, что сюда там не вкладывались там деньги в этот регион, он был какой-то ущербный, все его обижали, ну, ничего подобного. Машины, если попадают в ДТП, въезжают в столбы и все такое прочее, их здесь уже никто не оформляет, их здесь просто бросают и оставляют. Вот этот 120 миллиметровый миномет, с которого работает эта группа, стоит за 1,5-2 километра до линии разграничения, до 0. Правильно? До 0? Линии боестолкновения. Линии Боестолкновения. до линии боестолкновения. Дальность полета мины 5 километров 400 метров. С усиленными минами он может бить до 7 километров. Но если эта группа сдерживает прорыв, и сегодня сдерживали они всю ночь, то есть вы видели состояние этих парней, и рашисты прут бесконечно, то есть на Бахмут рашисты прут бесконечно, не жалеют мяса, не жалеют ничего. И они находятся, грубо говоря, в лобовом столкновении, в линейном столкновении, да, то сейчас мы поедем к группе, которая работает с БПЛА, ну и они могут стоять уже условно левее или правее от этой линии. И я надеюсь, мы сейчас на практике уже сможем посмотреть, как и что они делают.
все время происходит не так, как я себе это представляю, но может быть даже это и лучше, потому что может быть вы тоже представляли себе это как-то иначе. Мы ехали, я себе представлял лес, в котором стоят БПЛАшники, которые летают, и в общем это все происходит. На самом деле все немножечко иначе. То есть мы здесь прямо вот в непосредственной близости от дрона видим трансляцию с него. Ну как в непосредственной близости? Ну, несколько километров. Постоянно происходит онлайн-трансляция, то есть да, я ближе покажу. Вот, в режиме онлайн мы видим все, что видит дрон. Я так понимаю, что дрон не один. Дрон здесь не один, и БПЛАшник не один. Ну и, собственно говоря, вот мы можем переключаться и наблюдать все, что происходит. Ну и, соответственно, точно так же происходит и корректировка. То есть отправляются правильные циферки с правильным местом положения вражеских расположений или передвижения врага. И потом уже минометчики открывают по нему огонь. Вот мы поймали какую-то цель. Вот мы увидели, вот, к примеру, вот автомобиль стоит, да? Вот мы его увидели. Да? Что мы дальше делаем? Как нам это передать? Ну так, чтобы народу было понятно. Мы переходим на карту. Привязываемся по местности. И потом координаты передаем артиллерии легиона. Понял. Вот и вся работа. Примерно понял. Вот и вся работа. Видим всех и видим все. Вот сейчас можно наблюдать окоп. И такой мини-блиндаж противника. Это пи***й окоп? Да. Так, а где пи***? Ну, сидят здесь вот. Вот. Под этим якобы типа укрытием. Ну, там есть россияне, в общем, которые в Украине живут, получили вид на жительство. Вы давайте к региону Свобода России, и вот будете не в непосредственной близости стоять себе, вот управлять БПЛА и нормально корректировать. Потому что, если честно, то, ну, насколько я слышал раньше, не хватает. Мы всегда, конечно, рады новым людям. Всегда примем свою большую семью. Вот. Это важно. Все очень душевно, по-домашнему. Все заряжается, меняется. Ребята заезжают, кушают, пьют кофе, выезжают. Ну, в общем, работа идет. Работа идет. Правильно, они, кстати, называются не БПЛАшники, а пилоты или операторы БПЛА. Биологическое оружие у них тоже есть. Эй, ты живой? Ты не спекся? Кс-кс-кс. О, здорово. Как дела? Понял. Ми, по-перше, кажемо, що насправді в Легіоні є і українці. Правильно? Як позивний? Позивний Лід. І ви безпосередньо керуєте ось цією штукою. Да? Як вона називається? Командир розрахунку станкового противотанкового гранатомету СПИС 9М. Дуже надійна, дуже гарна штука, дуже точно стріляє. Ми влучали на 4,5 км, влучання в нас йдуть дуже добре. Тобто кожен вистріл у нас дуже точний. Ну, я чув, що з першого разу. Так, точно. В більшості випадків. В більшості так. Ми ціль знаходимо і поражаємо на 4, максимально далі 4520. От на 4,5 ми стріляли і вражали ціль з першого пусту. Я от хочу спитати, чим ця штука стріляє, тому що є снаряди, міни. Да? Я зараз намагаюся це все вивчати трохи. Стріляє вона гранатою, так звана називається граната. Зараз хлопці мені принесуть. Принеси, будь ласка, гранату мені. Гранатою, яка заряджається з задньої сторони, вставляється. Ага, бачу. Зараз мені дадуть. Угу. Ух ти, мама. Так, ось так має Так, виглядати граната. щоб нічого зайвого, давай той же ракурс. Граната, УГА 9М, осколочна граната, ззаді цепляється порох, вставляється з цієї сторони, вставляється, закривається, зводиться і пусто. Вона може стріляти пряму наводку на 1300 метрів противотанкова дії іменно. Тобто як кумулятивний, є ще граната,
ця граната протипіхотна. От такі гранати стріляють на 4,5 км, фактично як міномет, тільки йде трошки балістика друга, і ми можемо в цілі, ті, які міномет, наприклад, не достає, ми можемо їх доставати. Ви як частина легіону, да? Тобто коригують вам вогонь також оператори БПЛА ті самі? Так точно, так. Ті самі коригують нам вогонь, нам, мінометки. Так ми працюємо, так ми добуваємо перемогу. У нас ще є декілька видів зброї, АГС і інша. Ну, це така зараз саме неефективна у нас з нашого боку. Дякую, хлопці. Дякую. В общем, все чуть не так, как я себе представлял. Наверное, и все чуть не так, как вы себе это представляли. Но жизнь вносит свои коррективы и делает так, как в жизни, а не так, как мы себе это можем представить в своих фантазиях. Что я вам могу сказать? Рашисты, они несут просто адские потери по Бахмуту. Но только один вот этот вот минометный расчет, минимум по подсчетам, уже подтвержден. 20 человек, 20 рашистов, не человек, конечно, рашистов, 20 стер с лица земли только за ночь. Это не считая потери, раненых и всех прочих неподтвержденных потерь. 20 это уже точно подтверждено. Вчера мы с Тихим и с нашими братьями по оружию отражали очередной штурм Бахмута. В это время к нам на позиции приехал Владимир Золкин, взял у нас интервью, мы пообщались. Тем временем на соседнем участке наши братья по оружию взяли в плен военнослужащего. Проценко Евгений Вячеславович родился в 1992 году, 16 декабря. Город Янакиево, Донецкая область, Украина. Владимир и Дмитрий, мы хотим передать вам ваш обменный фонд. Слава Украине! Героям слава! Подписывайтесь на канал Легион Свобода России, YouTube канал, Telegram канал. Подавайте свои заявки в чат-бот. Если вы хотите присоединиться к батальону, к Легиону Свобода России, то вы можете это сделать. Если вы хотите присоединиться к партизанскому движению, оно тоже существует реально, Легиона Свобода России, которое действует непосредственно на территории России, вы тоже можете это сделать через этот чат-бот. Ну и так вот вместе мы, безусловно, победим. Слава Украине, свободу России!